Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Let's Games. Сегодня у нас на обзоре тяжелый итальянский танк 10-го левела Рино Черонто, проходная прокачиваемая ветка. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами отправляемся смотреть бронирование Рино Черонто. Go! Итак, коллижная модель нашего Рино Черонто, ставим его правильно. У нас такой закругленный корпус. Ну и смотрим сначала НЛД по центру. 227 в верхней части, в нижней 229, в нижних каткам до 270. Здесь у нас тоже по 270. Центральная часть 267. Здесь уже 316, здесь 316. То есть, начиная вот отсюда где-то, здесь броня уже очень хорошая. Как в НЛД, ну, конечно же, нас сюда даже восьмерки будут пробивать голдой, наверное. Ну, и обычными снарядами кто-то. Вот. В ЛД 251 снизу, здесь 265, а вот надгусеничные полки имеют уже там до 310. Здесь до 270. Поскольку все закругленное, завалено и в горизонте, и в вертикали. Поэтому, если мы стрелять в ЛД, то по центру. Стараться ближе к низу. Вот. Теперь касаемо башни. Маска орудия. От 300 там, до 500 даже и больше. Маска хорошая, нормально защищена. Основная бронеплита башни после апа чуть-чуть получила больше брони. 300. 308, и это, конечно, круто. Нижняя часть вот этого воротника, он вообще не бьется, вот эти вещи тоже не бьются. В целом все хорошо зашито, за исключением вот этого, не знаю, дальномер, наверное, над пушкой. И здесь у нас 180 в приведенке. И, конечно же, сюда нас будут пробивать даже некоторые седьмые левела. Если бы мы туда попадались. Не, восьмерки нас абсолютно спокойно будут пробивать. Восьмерки, девятки, десятки обычными типом снаряда. Теперь у нас противокумулятивные экраны, фальшборд. И получается что? Кстати, вот в нижней части у нас 40 мм фактического бронирования. Здесь уже 75. И здесь 75. В приведенке вот здесь все хорошо. А вот ниже, где катки. Так, где? Вот. Вот. Вот эта линия, она будет пробиваться. Даже при танковании от борта. Потому что там всего лишь сколько? 45, да? 40. Вот, подставляет чеку при танковании, и сюда тоже можно наваливать очень даже успешно. Вот такое вот, господа, бронирование. Так, теперь смотрим орудие. Орудие у нас 10-го левела, естественно, 127 мм калибр, 490 альфа, 268 пробития на основном, 325 на голде. Здесь все хорошо, 3 снаряда в барабане. А вот время КД между выстрелами 4 секунды, что крайне неудобно. И вот как раз большинство танкистов именно на это-то и ратуют. Вот, теперь по поводу заряжания орудия. Первый снаряд у нас лезет 20 секунд, второй лезет 17, 15 и 7. То есть суммарно больше получается 50 секунд, что достаточно долго. Точность в принципе неплохая, 0.33. Время сведения комфортные 2 секунды. Это касаемо пушки. По полевой модернизации. Берем вездеходную ходовую во втором блоке, в четвертом отстройку параллакса, в пятом звукоизоляцию, в седьмом смотрим максимальный от времени заряжания орудия. Но назад хуже будет откатываться. Да черт с ним, пускай быстрее заряжается. Так, запас прочности, скорость сведения. Сводится она у нас и так неплохо, да? Пушечка-то. Подходит размер после выстрела. В принципе, можно попробовать. Либо ничего вот здесь не качать в восьмом блоке, либо все-таки попробовать утяжеленное орудие. Вот. А вторым слотом я бы рекомендовал брать огневую мощь. Да. И поставил бы сюда стаб. Вот, в первую закалочку, и еще в третий ставим вентилятор. По снарядам основной подкол летит почти 1500 метров в секунду. Невероятная скорость полета снаряда. Голда кумулятивный снаряд летит 925 метров. В принципе, неплохо. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Вот. 3 члена экипажа у нас всего лишь. У нас нет заряжающего. Все это заряжается автоматически. Перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсам-минусам машины. По огневой мощи. У нас, к
плюсом по пушке можно отнести УВНы, они у нас присутствуют, минус 10, и это хорошо. Перезарядка в целом общая 51 секунда, это очень долго для 3 снарядов. И как против там циклических пушек, конечно, это плохо, особенно если будут турбосливы. Очень долго заряжается орудие. При турбосливах вы банально ничего не успеете настрелять. Как в вашей команде турбослив, так и во врагах. 50 секунд 3 снаряда, что вы там успеете настрелять? Вот, плюс КД между выстрелами, тоже себе такое. ДПМ нищий, 1935 тому подтверждение. Точность, в принципе, неплохая, время сведения тоже комфортное. Быстрая скорость полета снаряда тоже плюс. Но вот, как на нем настрелять, много будем пробовать. Ладно, ПХП 2200 более-менее сойдет. По мобильности 40 вперед, 15 назад, чуть больше 15 лошадей на тонну удельная мощность. Нормально сойдет, обычная скорость тяжа. По обзору у нас 419 метров, и, конечно же, мы слеповато, но это все-таки танк, который играется в упоре, учитывая, опять же, что у него есть барабан. Было бы только куда спрятаться после того, как барабан раздадите, а то ведь при его КД пушечке, точнее барабана, можно и отлететь успеть. Вот. Машина в реализации, конечно, сложная. У меня почему-то на нем вроде точность неплохая, но снаряды летят крайне плохо, фиг его знает. Предлагаю же отправляться в бой, давайте посмотрим, собственно, на что этот танчик-то способен. Погнали. Так, господа. Рина Черонта, тяжелый танк Италии, 10 левел, проходная прокачиваемая ветка. Куча тяжей. Т-95. СТшек мало. Зеленку может зарашить. Да, тем более туда, что никто не поехал. Поедем зелень охранять. Чувствую, пожалею я об этом решении. Не, вперед идти нельзя, очень мало сзади танков. Придется в дефе здесь стоять. Такое себе. По тому флангу у них танков вообще жесть.
какой гусеница, вы чё? Так. У нас прям полный проигрыш. Фул. Блин, сзади Т-77. Плохо, очень плохо. Долго заряжаемся. Блин, добил. Ну, 3200, 500 насветили, 3700. Бой, конечно, кусок дерьма. Просто счет, посмотрите, 15-3. Невероятно плохо. Даже если в самом начале поехал вперед бы, это ничего не зарешало. Но, в принципе, машина все равно играбельная. Как бы ее не хаяли, барабан это все равно удобно. Вот, понятно, что и барабан долго заряжается, КД между выстрелами долгое. Вот, первое место. Ну, представляете, как отыграли, а? Вот против всех мы все-таки 3 дали. Сложная все равно машина. Ребята, у кого есть в ангаре, пишите свои комментарии по этой тачке. Да, пушка неоднозначная, но в любом случае она имеет место на жизнь, так сказать. Вот. Какое вы используете оборудование на Rino Cheronto? Вот. Как вам эта машина в целом? Получается на ней играть, не получается? Как по мне, ну такая сложная машина, есть более интересные, чтобы катать на десятках. По 5-бальной системе 4 с минусом поставим, ибо есть, да, есть сложности у этой тачи. Обязательно ставьте лукас под видео, подписывайтесь на канал, но я говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.